Здравствуйте, вы на канале Денис у микрофона. Продолжаем с вами обозревать религиозные новости. Благодаря вам мы можем их теперь доносить до аудитории, которая не говорит ни на русском, ни на украинском, как минимум до англоязычной аудитории. Это очень важно, чтобы люди могли в разных странах узнать, что на самом деле происходит в Украине. Увидеть, что внутри страны развязан самый настоящий религиозный конфликт. Буквально стенка на стенку идут люди, которые стравливаются нечистыми на руку чиновниками, где искусственно поднимается религиозный вопрос и ущемляются права верующих Украинской Православной Церкви. Прошу вас присоединиться к сбору для того, чтобы мы могли и дальше переводить и распространять эти видео, для того, чтобы мы могли делать субтитры и как можно больше людей имели возможность узнать правду. Каменец-Подольский, где продолжается молитвенное стояние, где люди продолжают сражаться за свой собор, где люди продолжают стоять твердо на страже своей святыни. Но, к сожалению, те провокаторы, которые пытаются его захватить, они никак не могут успокоиться. Они предпринимают самые настоящие атаки, физические атаки на верующих, которые стоят на страже своей святыни. Назад! Тримайте, ось оборону тримає. Назад. Куда не відходимо? Вы можете увидеть, как группа радикалов буквально врезается в верующих, как они стараются максимально физически воздействовать на верующих православных христиан, понимая, что им никто не будет давать жесткий отпор, потому что первое оружие этих людей — это молитва. Но тут они натолкнулись на то, что верующие их не пропускают. Они пострадали физически. Мы видим с вами священника, с которого срывают головной убор и бросают куда-то в толпу. И что самое интересное, правоохранительные органы этого не замечают. И я уверен, что основные СМИ этого никогда не покажут. Но давайте же мы с вами покажем и донесем правду, что на самом деле происходит в наших городах и в наших поселках. Потому что мы видим настоящее беззаконие. Мы видим, что эти люди, похоже, совершенно забыли о том, как все должно быть. Они совершенно забыли о тех обязательствах перед своими избирателями. И здесь они стараются просто-напросто отнять святыни самой большой религиозной конфессии страны – Украинской Православной Церкви. И что интересно, ведь они понимают, что это все беззаконные действия. Ведь они понимают, что нет никаких законных оснований для такого поведения. Вот, пожалуйста, видео недавнего заседания Комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики, где они обсуждают как раз и вопрос религии, как им сделать так, чтобы отнять как можно больше святынь. И сейчас они нацелились на Почаїв. Справа в іншому. Справа в тому, що чинний закон, так, і той, який був ухвалений попереднім скликанням в 2018 році, він визначає, що є тільки одне наразі обмеження для релігійних організацій, чиї центри знаходяться в країні, що здійснює агресію проти України. І цим обмеженням є недопуск її священнослужителів до воєнної організації. Мы видим с вами смотрящего по религии, но я по-другому не могу назвать господина Еленского, Виктор Еленский, который говорит, что максимально можно не допустить представителей Украинской Православной Церкви куда-то в воинские части, к представителям армии. И дальше он говорит фразу, которая, мне кажется, должна быть перед глазами у представителей всех правозащитных организаций. Тому, звичайно, що ця постанова, вона якби виходить за межі і Конституції, і законодавства України. Вы понимаете, что парламентарии хотят принимать какие-то законы, постановы, которые будут ограничивать в правах Украинскую Православную Церковь, и в конце концов хотят ее запретить, разрывая любые договоры и всячески ограничивая в правах верующих.
Но сам Еленский говорит, что нет ни единого законного основания. Это противоречит и законам, и Конституции, основному закону страны. То есть эти люди сами признаются в своем незаконном поведении. Они признаются в том, что они законодатели, но в то же время первые нарушают закон. И, безусловно, должны ответить за каждое свое действие и за развязывание самой настоящей религиозной войны в Украине. Интересно наблюдать за тем, вот что происходит в разных городах. Вот во Львове, где были захвачены все храмы Украинской Православной Церкви, где просто надругались над законом, где в этом активно участвовало городское, областное начальство, представители областной военной администрации. Там был один из заместителей, который практически руководил этим захватом. И вот, пожалуйста, он публикует видео в своем фейсбуке о сегодняшнем мероприятии. Так, посміхаємося. Фотки. Відео знімає хтось. Товариство, ми офіційно встановили рекорд. Слава Україні! Ось так, молодці, друзі. І так само разом, дружньо ми приведемо нашу країну до перемоги. Нагадаємо, що ми триватимо на 125-ту бригаду на дрони, тому маємо... Самый большой трезубец — это малый герб Украины, сложенный из пасхальных куличей, из пасочек. Вот это, конечно же, достижение. Не межконфессиональный мир, не умение жить в согласии, не построение здорового общества. А давайте просто вот пасочки делать, давайте просто их выстраивать. И, конечно же, это повод для гордости. Но что еще должна делать власть? Но что еще должна делать в городе с военной администрацией, которая буквально разрывается религиозными конфликтами, где права верующих просто нарушаются, их не считают гражданами своей страны и всячески унижают? Вот посмотрите, что вообще происходит и чем эти люди занимаются, чем они хотят гордиться и хвастаться. Ну и вообще собирать малый герб страны из пасхальных куличей, ну это какое-то полнейшее безумие. А что там в Киеве, вы спросите? Я отвечу, что в Киеве проходили службы, праздничные службы, ведь сегодня праздник, вход Господень в Иерусалим, или мы его называем Вербное воскресенье. И я, пользуясь случаем, поздравляю всех зрителей канала с этим замечательным праздником. И мы понимаем, что с этого праздника начинается очень сложная неделя, очень непростая неделя, неделя до Пасхи, страстная неделя. И судя по тем событиям, по тому накалу страстей, она будет по-настоящему страстная не только из-за того, что мы вспоминаем о страданиях Христовых. Мы видим с вами Сергея Думенко, главу организации ПЦУ, который служил сегодня в трапезном храме Киево-Печерской лавры. И там было так много людей, что они даже не открывали вторую часть, саму трапезную палату в трапезном храме, потому что, в общем-то, и нужно было создать картинку, что людей там, хоть вот в картинке их видно много, хотя на самом деле нет. Мы понимаем, что и половина от того, что бывало во времена Украинской Православной Церкви, там не было. Можете увидеть сами. Щоразу, коли ми звершуємо цю безкровну жертву, коли принесені на літургії хліб і вино, їсти. Вот спасибо оператору, который все это показал и показал эти закрытые двери, показал, что людей там на самом деле совершенно немного. Все это фикция, и более того, Пятый канал, телевидение тысячи холмов, ясно говорит, что это далеко не киевляне, это люди, это гастролеры, которых свозили со всей страны. Потому что ПЦУ не может собрать людей на свои богослужения. Этих людей просто-напросто нет. Захваченные храмы стоят пустые. Людям это не нужно. Они участвуют, они отрабатывают свои деньги, они получают свои 30 серебряников и отправляются восвояси. Пожалуйста, вот фрагмент сюжета Пятого канала. Тиждень до Великодня у Києво-Печерській лаврі митрополит Епіфаній править службу до Вербної неділі. Освятити гілля прийшли віряни з різних куточків країни. І в лаврі перебуває також наша Марія Марчук. Тож, Марічко, за що молилися та з яким настроєм прийшли люди на богослужіння? Из разных мест, из разных городов Украины сами приехали. Никогда такого не было с организацией ПЦУ. Как вы понимаете, здесь тоже не так. Просто в определенных городах организовывают такие вот туры для того, чтобы хоть как-то наполнить хоть эту половинку храма и не ударить, так сказать, в грязь лицом перед теми видеокамерами, которые там находятся. Продолжается молитвенное стояние на страже Киево-Печерской лавры. Была сегодня литургия большая, множество людей. И вот, пожалуйста, фрагмент праздничной службы в Киево-Печерской лавре. Святые помянувшие пати, миром Господу помолимся. Господи,
священных и освященных честных дарей Господу помолимся. Когда человеколюбец Бог наш, прием его святые пренебесные мысленный свой жертвенник, воню благоухания духовного вознеспоследь нам божественную благодать и дар Святого Духа помолимся. Избавитесь нам от всякие скорби, гнева и нужды, Господу помолимся. Вы можете увидеть это бескрайнее море людей, и вы можете понимать, что страсти, к сожалению, накаляются. Накаляются, и важно об этом говорить, важно доносить, важно показывать. Это не сделают СМИ, это не сделает продажный Пятый канал, это не сделают многие другие, это можем сделать мы с вами. Каждый должен об этом рассказывать, каждый должен это показывать. Если мы замолчим, камни начнут говорить. Мы просто обязаны это делать. Молчанием предается Бог. Мы должны готовиться к очень непростым временам и твердо стоять за нашу церковь, за нашу веру, не предавая и поддерживая друг друга. Подписывайтесь на канал Денис у микрофона и до скорой встречи.